Всем привет! Зеркало в ванную от компании Aquarodos приобретено в Минске порядка $100. В комплекте вот такая инструкция на 4 языках: украинский, русский, казахский и английский. И здесь же гарантийный талон. Данная модель этого зеркала Омега 80. Украинский производитель Aquarodos предлагает широкую линейку мебели и зеркал в ванную комнату. В производстве используются зеркальные полотна бельгийской компании AGC, а также светодиодной подсветкой. Подсветка размещена за вот этим пескоструйным рисунком на зеркале. Как видим, подсвечивается не только вот этот вот рисунок, но также и грани зеркала. Полотно толщиной 4 мм. На сайте магазина, в котором я приобретал данное зеркало, ошибочно указано, что здесь используется вот заднее полотно, изготовлено из ДСП. На самом деле это что-то такого типа ПВХ или МДФ, которое подобно пластику или пенопласту, очень легкое и очень гибкое. Далее я в этом ролике вскрою это зеркало и покажу, как оно все собрано и изготовлено. Грани зеркала отшлифованы и заполированы. Как указано в данной инструкции, зеркала, используемые при производстве мебели Aquarodos, изготовлены из зеркальных полотен с амальгамой на основе серебра, который обладает повышенной влагостойкостью. Есть зеркала различной модификации, как с полочками, так и со шкафчиками, с отдельной подсветкой или, как у меня, со встроенной LED-подсветкой. Модель зеркала Омега 80 имеет габаритные размеры 70 на 80. Есть позиции для крепления на стене с этой стороны и с этой стороны. На нижнем торце зеркало имеет вот такую кнопку включения с фиксацией. Если мы скрепим сюда, то кнопочка у нас уходит на правую сторону. С тыльной стороны зеркала имеется вот такой пластиковый корпус толщиной около 2 см. Внутри имеется вот такая прямоугольная полость. Здесь выводится провод на 3 контакта с клемником, то есть заземление используется. Поэтому предварительно необходимо вывести в стене именно где-то в центре того места, где вы будете вешать зеркало. Все это пластиковое, можно раскрутить, и здесь установлена светодиодная подсветка. А предварительно выкрутив все винты, снимаем вот этот пластиковый, даже не знаю, это не пластик, он какой-то легкий, как ПВХ, что-то такое вот. Кожух тыльный. Внутри все выглядит следующим образом. Рамка, на которой приклеена светодиодная лента, если вам будет заметно. Трансформатор обычно китайский, 12 вольт, 2,5 ампера, 30 ватт. Модель F3012. Обычной маляркой все приклеено. Само крепление также вот такие металлические какие-то вещи, они просто наклеены. Приклеены прямо к поверхности зеркала. Сама лента кое-где даже пришпилена степлером. Вот такие вот светодиодики очень малюсенькие. Не знаю, какое-то китайское производство, конечно, хотя сделано в Украине. Вот здесь проходит вот эта светопроницаемая часть зеркала, то есть матовое такое стекло, и никакого отражателя именно на эту часть здесь никак нету. То есть свет никак не преломляется, он просто отражается от этого белого пластика и от задней поверхности. Яркости свечения данной LED-подсветки вполне достаточно для ухода за лицом. Кстати, если приглядеться, то в радужной оболочке глаза отражается вот эта светодиодная рамка. И глаза получают такой некий вампирский вид. Если у вас ванная комната не оборудована другим типом подсветки, нет других источников света, то LED-подсветки, которые установлены в зеркале, вполне достаточно для приема ванны или душа. Ну и в заключение напомню, что данное зеркало я в Минске приобретал за порядка $100. Это бюджетное зеркало и сборка соответствующая. То есть простое, дешевое изготовление путем склеивания всех элементов этого зеркала. Ну а я с вами прощаюсь. Подписываемся на канал, ставим лайк на это видео. И всем пока, удачи!